при информационной поддержке группы «Киномания». Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и это новый долгожданный выпуск шоу «Картридж на прокачку», в котором я реставрирую пиратские и просто потрепанные жизнью картриджи. Ну что ж, ребятки, погнали! Как вы знаете, у меня на канале уже есть обзоры первых двух частей серии Final Fight, и теперь пришла пора обозревать третью часть. И так как это последняя часть, я решил заморочиться и приобрести картридж с ней, чтобы провести обзор с коробочкой, с мануалом, там, с картриджем, со всем-всем-всем, как это полагается. Но, к сожалению, как только я сунулся на eBay и увидел, сколько стоит оригинальный американский картридж, где-то примерно 26 тысяч рублей, ну, естественно, я подохренел и решил, недолго думая, отправиться на AliExpress в поисках более дешевого варианта. Ну, китайцы на самом деле молодцы, они продали мне картридж Final Fight 3 за 500 рублей. Чувствуете разницу, да? Изначально я рассчитывал, что картридж придет с более-менее приличным стикером на нем наклеенным. К сожалению, китайцы какую-то странную этикетку наклеили на картридж, поэтому пришлось все переделывать за них. Как вы помните, еще во времена прокачки Jungle Book для Mega Drive я распечатал стикер для Final Fight 3 и наклеил его. Вот здесь я заменил стикер передний, задний стикер тоже заменил. Так что картридж со стикером у меня получился готовенький уже давно. Но есть одна проблемка. Картридж Jungle Book. Я распечатал стикеры для этих картриджей двоих на одной бумажке. Если мы посмотрим на Jungle Book, то увидим, что у него образовалась пиратская проблема, а именно отклейка верхней части стикера. Почему так произошло, не знаю. Видимо, потому что я наклеивал сначала переднюю часть, а потом уже загиб проклеивал. А вообще, по идее, бы надо было сначала начать сверху. Как мне кажется, тогда он бы лучше бы проклеился. Ну или здесь косяк либо самой бумаги, либо, может быть, какой-то пластик слишком гладкий на картридже, не знаю. Ну, в общем, вот такая проблема. Но, опять-таки, благодаря ребятам с сайта Chivnet у меня теперь имеется, если мы заглянем вовнутрь, оригинальный, настоящий картридж Jungle Book, у которого, как вы видите, немножко покоцан стикер, но тем не менее, я его потом заменю. Еще, кстати, сзади какой-то интересный стикер, я никогда таких не видел. Главное, что сам картридж рабочий, он лицензионный, и давайте сразу их сравним вместе. Вот они, два. Пиратский, болтается, пластик у него, как я уже показывал, здесь такая у него там щель образовалась. А вот именно оригинальный ничего не болтается, все четко. В общем, доделаю как-нибудь. Jungle Book мы пока что уберем, я про него рассказал. Ну, что касается вот этого стикера, да, у него тоже, надо признать, сверху отклеилась штучка, но я ее приклеил, вот она уже месяца два, наверное, не отклеивается. Тоже непонятно. С задней наклейкой все в порядке. Это у нас картридж готовый. Поставим его в стороночку, вот сюда вот. Теперь, что касается коробки. Вот она. Я сразу написал в группе ВКонтакте, что буду пробовать печатать ее на листе А3 в типографии. Ну, чтобы избежать вот этих дополнительных склеек, когда на А4 печатаешь, нужно склеивать ее здесь коробку и здесь коробку. Вот. Это лишние склейки, коробку может немного повести, ненужные нам риски появляются. Особенность какая? Распечатал на А3 и с двух сторон заламинировал, чтобы коробка была такая прям вот жесткая, чтобы ничего ей не страшно было. Если сравнить ламинирование у вот этой коробки Dracula X, которую я сам делал из пленки для учебников, и вот это вот ламинирование типографское, то они, не знаю, видно там, не видно, вот эта коробка более глянцевая, чем вот это вот. И еще проблемка у меня, что получились слишком яркие цвета. Сзади я, как полагается, все перевел на русский. Это же российское издание. Ну, в общем-то, коробка как коробка получилась. Значит, и еще произошла одна небольшая проблема с тем, что начал проклеивать, а получается, что ламинирование у меня с двух сторон было. И поэтому клей, который я обычно использую, вот такой вот, не смог склеить эту коробку. Все, я начал паниковать, думаю, ага, что делать-то, она еще не склеивается. Но при этом надо заметить, что у меня вот эта коробка, я ведь тоже ламинировал, и ламинировал с одной стороны. То есть получается, что клей вот этот склеивает бумагу и ламинирование внахлёст хорошо, но два ламинирования уже не может взять. Поэтому я аккуратненько с внутренней части, которая должна быть здесь приклеена, я с нее слой ламинирования снял. Хотел еще снять со второй половинки слой ламинирования, но потом подумал, вдруг он же все равно
когда сдираешь эту пленку, она часть бумаги удаляет, поэтому был риск потерять вот здесь вот целостность картинки. Я поэтому только с одной стороны вот сорвал часть ламинирования, все склеилось, как ни странно. Но на всякий случай я еще здесь проклеил немножко скотчем основные места. Ну, чтобы, не дай бог, что-нибудь не отклеилось. Ладно, коробку уберем вот сюда. Так, дальше у нас по плану идет внутренняя коробка, которых я сделал целых 2. Ну, тоже заказал в типографии и решил, раз уж пошла такая пляска, что можно на листе А3 печатать, почему бы не напечатать сразу вот такую вот коробочку. Это как бы 2 вида коробок, которые встречаются. Держатель боковой, а это держатель центровой. Не знаю, как это назвать еще. Вот такую коробку я никогда не печатал на 2 листах А4, потому что у нее там довольно сложная конструкция, которая помещается именно только на А3. И ее склейки вот такой проблематично сделать, поэтому я ее никогда не печатал. Вот эту коробочку я доработал. У меня раньше было как бы 2 таких схлеста было. Теперь это здесь все нормально закрывается, потому что А3, потому что размер позволяет. И вот эта, кстати, коробка, она сделана по чертежу оригинальной. Тоже, опять-таки, ребята с Chivnet прислали скан, попросили, чтобы я там сделал чертеж из этого скана. Вот я сделал, обвел, и он у меня остался. Почему я напечатал такие 2 коробки? Потому что не был уверен, что вот этот с оригинальными размерами подойдет к моей коробке самопальной. Вот. Поэтому решил перестраховаться на всякий случай и еще напечатал свою вот эту стандартную классическую коробочку, которую я уже использовал в Дракуле X. А что касается именно вырезания этих коробок, вот эту коробку, ну, как мне кажется, вырезать немножко проще, но при этом она, ну, может быть, не так симпатично выглядит, как центровая вот эта коробочка. Ее, конечно, вырезать более проблематично, потому что есть такие более мелкие элементики для вырезания. Но, тем не менее, когда ее уже вырежешь и прочертишь изгибы, то собирать ее гораздо легче. Вот эти вот места, вот это и вот это я проклеивал, вот эти места не проклеиваются, они уже там как бы автоматически зацепляются. В плане, наверное, сборки вот эта коробка легче, чем вот это. Как только я уже ее собрал, сделал, посмотрел, картридж туда положил, как видите, все нормально. Здесь даже есть специальная дырочка, чтобы картридж понимать. Говорит, оп, надавил, хоба, вытащил. Все по размеру она подошла, я решил ее оставить. Ну, а это уже тогда припасу для других прокачек. Все это, естественно, чертежи этих коробок я приложу. Эту мы уберем коробочку подальше, а эту отложим уже для нашей прокачки. И теперь самое интересное, самое долгое, самое непростое – мануал. Как вы помните, о нем я говорил еще в прошлом выпуске картриджа на прокачку. Когда картридж пришел, и я начал играть в игру, я понял, что там столько наворотили суперприемов новых, что неплохо было бы все это дело в мануале почитать. Ну и как-то начал туда-сюда и перевел. Вот такой вот получился мануальчик. 27 страниц как-никак, поэтому переводил я долго это все дело. Как видите, здесь у нее не такая желчная цветастая картинка получилась, как на коробке. Вот сравнить, да? Слишком ярко. Ну, и вот этот вот логотип здесь, я его полностью в векторе перерисовал. Так что у меня тут получился просто идеальный. Также основной шрифт я прям долго подбирал, нашел. А вот этот, ну, более-менее похожий просто подобрал. Плюс этого мануала в том, что здесь не только есть описание, но еще и картинки. Вот видите, все приемы с картинками, тут мне нравится. Это как вот в японских мануалах обычно делают. Все в картинках, все описано. Открыл, посмотрел, какие приемы там, например, у Гая, и пошел бандитов раскидывать по улицам Метро-Сити. В общем, мануал получился отличный. Напоминаю, что у меня уже вышел видеоурок о том, как печатать такие вот мануалы мои. Так что прежде чем печатать, обязательно посмотрите этот видеоурок, чтобы не мучиться потом лишний раз. Итак, что у нас тут готовенько? Мануал, картридж, внутренняя коробка, внешняя коробка. Вот у нас собраны все 4 элемента игры Final Fight 3. Приступаем к самому интересному: сборке готового продукта. Первым делом кладем картридж во внутреннюю коробочку. Как видите, он сюда прекрасно помещается. Далее кладем инструкцию сверху, вот так вот на картридж. Оба. Оп, вот так положили. И теперь все это дело задвигаем уже непосредственно в коробочку. Потихонечку, аккуратненько, чтобы ничего не поломать, не повредить. Теперь закрываем заднюю сторону на коробочке. Теперь закрываем переднюю сторону коробки аккуратненько.
Все, ребятушки, вот он у нас полноценный комплект игры Final Fight 3. Все на русском, все как надо, мануал, описание к игре. Ну, только, естественно, сама игра не на русском. Ну, это уже 5-10. Главное, что у нас есть мануал на русском. Все, ставим ее в наш импровизированный музей картриджа на прокачку. Что еще хочется добавить? Есть у меня вот такой вот многострадальный картридж Final Fight 2. Настоящий, японский, не какой-нибудь там подделка. Видите, вот тут болты даже есть. Значит, как вы помните, в каком-то из выпусков я рассказывал, что сделал для него такую коробочку маленькую, которая равна коробке вот этой нашей пиратской маленькой мегадрайвовской. Но есть одна проблемка. До сих пор я не сделал для него мануал. Это был такой эксперимент, я решил попробовать просто сделать такую маленькую коробочку. Но не нравится мне такой вариант. Все-таки лучше, когда у тебя вот такой вот полноценный бокс, как вот был у японцев, а этот такой маленький обрубочек. Ну, не то, короче. Раз уж я коробку сделал, я ее такой оставлю. И сейчас я хочу сделать для нее мануал. А мануал, естественно, японский, надо переводить на русский. Много мороки. Но, тем не менее, он уже у меня там где-то подходит к концу. Еще летом мне писал один из зрителей канала, предлагал помочь с переводом. Мы с ним вместе несколько страниц перевели, после чего он просто не выдержал такого напора данных из этого мануала. И дальше уже я потихонечку сам переводил. Ну, есть там кое-какие места проблемные. Ну да ладно, об этом я расскажу в следующих выпусках картриджа на прокачку. Но вот, тем не менее, сейчас у меня на очереди мануал для вот этой вот самой бедной маленькой коробочки. Ну а дальше уже посмотрим. У меня еще есть Star Fox и Бэтмен возвращается. Тоже японские картриджи. Еще важное объявление. У меня в группе ВКонтакте теперь по воскресеньям выходит комикс про Хриплова и его злоключения с вот этой ретро-игровой тематикой. Недавно вышел 7-й эпизод комикса. Всего я планирую их 48 сделать. Если, конечно же, наскребу идей на 48 страниц. Ну, пока что вот по воскресеньям заглядывайте в группу ВКонтакте и читайте комикс про Хриплова. Ну, на этом у меня все. Ставьте лайки или дизлайки, пишите свои комментарии. Помните, что все файлы для создания вот такого вот комплекта я буду выкладывать в группе ВКонтакте, в PDF. Вы все это можете скачать, распечатать и, в общем-то, сделать себе вот такую же вот шикарную коробочку Final Fight 3, поставить ее на полочку, и когда кто-нибудь к вам в гости придет, вы ему покажете, и он просто в обморок будет сказать: как, откуда у тебя такая крутейшая игра в коробке? И вы с ним сядете играть в Final Fight на Super Nintendo, читая мануал и находя на его страницах, как делать супер приемы. Ладно, все, заканчиваю. Осталось сделать теперь еще обзор на эту игру. Еще увидимся.